Многие после 50 начинают утро с привычного завтрака, считая его полезным. Каша, хлеб, сладкий чай – все кажется знакомым и безопасным. Но именно утром одна распространенная ошибка может мешать сосудам, уровню сахара и энергии на весь день. Сейчас объясню, о чем речь. Почему завтрак после 50 становится особенно важным? После 50 лет организм постепенно меняется, обмен веществ замедляется, чувствительность к сахару может снижаться, а гормональный фон уже не такой, как в 30 или 40 годах. То, что раньше не вызывало никаких проблем, со временем начинает работать иначе. И именно завтрак, первый прием пищи, может либо поддержать организм, либо создать дополнительную нагрузку. Особенно это заметно по самочувствию. Усталость уже к середине дня, резкие перепады энергии, тяжесть или сонливость после еды. Ошибка номер 1. Быстрые углеводы утром. Одна из самых частых ошибок после 50 – начинать день с быстрых углеводов. Это могут быть сладкие каши, белый хлеб, булочки, печенье или мед натощак. На первый взгляд легкий и привычный завтрак, но у многих людей в этом возрасте он может вызывать резкий скачок сахара в крови. Сначала появляется кратковременный прилив энергии, а затем резкий спад, слабость и желание снова что-нибудь съесть. Со временем такая схема может мешать контролю аппетита и создавать дополнительную нагрузку на сосуды и обмен веществ. Важно понимать, речь не о запрете, а о том, что после 50 организм может реагировать на такие продукты иначе, чем раньше. Ошибка номер 2. Завтрак без белка. Еще одна распространенная ситуация – завтрак, в котором почти нет белка. Например, только каша на воде, хлеб с вареньем или фрукты. Такой прием пищи может не давать длительного чувства сытости. В результате уже через час-полтора появляется голод, перекусы становятся частыми, а общее количество еды за день увеличивается. У некоторых людей это может быть связано с колебаниями сахара и снижением энергии в течение дня. Белок утром не решает всех проблем, но часто помогает сделать завтрак более сбалансированным. Ошибка номер 3. Завтрак, как в 30 лет. Многие продолжают завтракать так же, как и раньше, не учитывая возрастные изменения. Но после 50 организм уже не всегда справляется с теми же объемами и сочетаниями продуктов. То, что раньше проходило незаметно, теперь может отражаться на самочувствии, весе или уровне энергии. И это нормально. Организм меняется, и питание тоже иногда требует небольшой корректировки. Что считается более сбалансированным завтраком после 50? Важно сразу сказать, не существует идеального завтрака для всех, но для многих людей после 50 более удачным вариантом становится сочетание белка, умеренного количества жиров и клетчатки. Например, это могут быть яйца с овощами, творог с добавлением полезных жиров или каша, дополненная источником белка. Такие завтраки часто дают более стабильную энергию и помогают дольше сохранять чувство сытости. Речь не о строгих правилах, а о более внимательном отношении к утреннему приему пищи. Кому особенно важно обратить внимание на завтрак? Особенно внимательно к завтраку стоит относиться тем, у кого уже есть повышенное давление, нестабильный уровень сахара или склонность к набору веса. В этих случаях утренние привычки могут играть заметную роль в общем самочувствии в течение дня. Даже небольшие изменения иногда дают ощутимый эффект. Завтрак после 50 – это не про жесткие запреты и не про отказ от любимых продуктов. Чаще всего это про небольшую корректировку привычек с учетом возраста и состояния организма. Иногда именно утро задает тон тому, как человек чувствует себя весь день. Если подойти к завтраку осознанно, он может стать поддержкой, а не дополнительной нагрузкой. На этом завершим видеоролик. На нашем канале вы можете найти множество интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и методах их лечения. Поэтому просим вас не забыть подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Будем также благодарны, если вы поставите лайк и поделитесь этим видео с вашими родными и близкими. С вами был канал Долголетие.
До новых встреч!